Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, долгие стримы и полное отсутствие мата и рекламы на канале. И сегодня я с вами протестирую в игре PUBG вот такой вот телефон. Это 11 Pro Max iPhone. Смысл этого теста будет основной не в том, чтобы показать, что он лагает или нет, а в том, чтобы мы с вами вместе, во-первых, смогли собраться снова в субботу. Завтра будет плановый стрим в 6 часов вечера. Пообщаться раз, а два посмотреть, как быстро он разряжается. Если разряжается быстро, это будет плохо. Если разряжается медленно, то будет хорошо. Данные сборы у нас довольно частые с вами. Уже, наверное, 2 раза в неделю мы играем, можно даже чаще. Call of Duty потом, но вот сначала PUBG. Может быть, Call of Duty сегодня тоже заряжу, установлю и посмотрим, как работать будет в нем. Что бы я хотел еще сегодня сказать? Скорее всего, завтра проведу тест-стрим на вот эти вот ушки и их разыграю потом. Мне их просто так прислали, стоят они космос, я понятия не имею за что можно отдавать столько денег. Ну, хотят они, чтобы сделали стрим на эту штуку, тем более вы от этого выигрыши и я выигрыши, почему бы нет? Серчип, Макс, Алексей, всем привет. Эфир в 20 FPS. Понятия не имею почему, можно переподключиться. Очень дерганая картинка. Ну, сэляви. По-моему, в прошлый раз стрим был примерно такого же качества, поэтому сейчас попробую все закрыть, чтобы меньше лагало. С битрейтом рассказываем, как битрейт, друзья. Может быть, переподключу все заново. Все еще плохо? Хотя бы со звуком как. Спасибо, что делаешь контент на непростые времена. Да все смотря как. Польза, Алексей, привет. По-моему, как обычный стрим, нет? Или у нас обычно лучше с битрейтом? Нормально. Ну все, да, я думаю, для игры достаточно. Мой никнейм в PUBG, как вы помните, это Польза, 2 шестерки. Вот, звук норм, все остальное, да, думаю, протащим. Вот, что была за игра на фоне? Понятия не имею какая. На что эфир снимаю? На OnePlus 7T Pro, и эфир у нас сегодня довольно такой будет, может быть, с одной стороны скомканный, с другой стороны будет очень длинный, поэтому кто захочет долгий, то можете подойти и посмотреть. Напоминаю, что на канале разыгрывается 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 раз в месяц, в основном 30 числа, иногда 31. После чего ВКонтакте 2 из 3 человек, которые выигрывают, отписываются, что выигрыш получили, а остальным по сути лень. Да, это iPhone 11 Pro Max. Чехол я сниму, наверное, хотя, может быть, для красоты, может быть, его и оставить. Пока думаю. Вот, чтобы еще интересного рассказать, FPS не хватает, битрейта мало. Ну, я не знаю, каким образом его увеличивать или уменьшать, честно. Вот, поэтому придется вам смотреть так. Павел, привет. Болеть не собираюсь, окей, будем выздоравливать. Надеюсь, повезет. Не сегодня точно. Сегодня никаких розыгрышей нет. Ладно, о чем? Нам не о чем больше говорить, да, называется так. На все вопросы поотвечаю. Сейчас будем включать наш великолепный телефон. Смотреть, сколько там заряда. Заряда 78%. И пора уже включать PUBG Mobile. Соответственно, пока будем играть, будем смотреть, как он подлагивает, не подлагивает. Free Fire. Ну, здесь стрим не про какой-то вид игры, здесь стрим скорее про телефон. Вот. И так. Отключена. Сейчас попробуем соединиться. Вот, здесь стрим в первую очередь про сам телефон, как быстро он будет разряжаться. Оставить iPhone, думаешь, решил перейти на яблоко? Нет, это телефон моей супруги, я делал на него обзор, при том, как всегда, довольно хейтерский, но в моем понимании честный. То есть телефон своих денег, конечно же, не стоит, но если брать... Нет, никого пока добавлять не буду, управление покажу. Еще раз кто-нибудь попытается меня добавить в друзья, заблокирую. Ну, не в друзья, а в команду. Я сам буду набирать команду. Игнорировать. Окей. Дальше, что я хочу показать? Графику. Графика, вы сами видите, максимум и экстремальная частота кадров. Вот. Супер максимум, по-моему, до сих пор ничего нет. Дальше, что мы можем скачать? Скачать ничего не будем.
Кто у нас хочет поиграть, добавлю. Есть еще кто желающий поиграть? Фирма Meizu Norm, легенда пыль. Нет, Meizu уже себя, как-то называется, все-таки изжила, правильно сказать так. На каком iOS у тебя iPhone 11 Pro Max? Ну, на каком он должен быть iOS? Сейчас посмотрим. Это не у меня, еще раз. Я взял телефон у супруги, попросил, чтобы протестировать. Все обновы, мне кажется, стоят. Может быть, конечно, нет. Об этом устройстве. 13.1.1. Ой, 13.3.1. Вот, все вы увидели. Дальше пытаемся мы... Как же... PUBG включить? Нет. 5 секунд. По сути, не так. Вот что значит, когда ты не умеешь пользоваться iOS. Стрим лагает, сама картинка. Да я в курсе. Можно попытаться переподключиться, но я думаю, смысла особого нет, потому что в первую очередь этот стрим скорее про общение, это раз, а два, скорее он про... Начать нажму. Скорее он про то, как быстро телефон будет разряжаться. 78% как было, так и осталось. Посмотрим, за сколько, за какое время он просядет хотя бы на процентов 10. Плюс пообщаемся. Все равно большинство сидит дома, почему не поговорить, правильно? У меня сегодня выходной и вчера. Почему у тебя стрим лагает? Алексей, у меня всегда стримы лагают, потому что, не знаю почему, потому что Wi-Fi, в принципе, неплохой. Может быть, потому что много устройств подключено сейчас, либо как вариант... Кстати, друзья, дело-то в том еще, что сейчас сам YouTube понизил битрейт, поэтому может быть. Внезапно самоизоляция в действии, нет мора, я не в самоизоляции, просто у меня сегодня выходной. Все довольно просто. Дальше. Веди дальше стрим. Да, тоже так думаю. На какой телефон снимаю? На OnePlus 7T Pro. Вот. Сейчас 5 секунд сбегаю за водичкой. А мы пока решим, о чем еще пообщаться. Так, а еще я бы хотел, наверное, включить зарядку на самом 11 OnePlus, на OnePlus, да? Потому что если у меня разрядится телефон, с которого я стримлю, я это дело, как всегда, не замечу. А если я это дело не замечу, то, соответственно, стрим навернется медным тазом. В Беларуси никакой самоизоляции. Ну, друзья, давайте, не знаю, вы хотите узнать мою позицию по поводу самоизоляции, я могу поделиться. Вот, с тем, что я думаю. Что с наушником? Чтобы стрим не лагал, попробуй снимать на iPhone стримы. Макс, попробуй, окей. У тебя есть основная работа? Блогерство, да, это хобби, все правильно, есть основная работа. Дальше, что можешь сказать про новый Redmi Note 9 Pro? Ничего. Легендарная пыль, на работе у меня карантина нет. Никакого. У меня сегодня просто выходной. Польза, как ты развивал канал? Алексей никак не развивал канал, я просто пилю обзоры в течение последних 3 лет. Пилите каждый день, 3 раза в неделю минимум, и все, и будет вам радость. Добрый вечер, Рик, добрый вечер, Даня. Напоминаю, что вы на канале Польза.нет. Здесь у нас исключительно добрая компания. И база всего, наверное, и вся, это то, что в этой компании у нас нет мата, нет хамства, и в основном мы общаемся на самые отрешенные, может быть, иногда темы. В первую очередь, конечно же, на тему техники, а во вторую уже темы, не знаю, здорового образа жизни. Политика особо не интересует, потому что она всегда является чем-то спорным в нашей жизни. То есть мне важно, за каких ты, за левых или за правых, все хотят жить хорошо, правильно? Отличный канал, удачи. Спасибо большое. Не забываем подписываться, кому интересно. Мы сегодня просто общаемся. Может быть, этот стрим я даже удалю. Напоминаю, что канал для стримов у меня в другом месте, в первую очередь. И вот, до айфонов супруга андроидом пользовалась. Что ей больше нравится? Дэймон, у меня очень давно супруга пользовалась андроидом. Последнее время она, получается, она около 3 месяцев назад перешла на 11 Pro Max, потому что я его подарил. А до этого она пользовалась OnePlus 7, iPhone 7 Plus. То есть, по большому счету, ничего не поменялось.
Ничего ж себе стрим. Сильно лагает? Ну, да, прилично. Сам у себя спросил, сам себе ответил. Дальше iPhone рулит. Я здесь. Привет, Гидза. Очень рад. Дальше что у нас? Еще какие вопросы? Пока вопросов нет. Сегодня на канале выгрузил обзор на Xiaomi-шную куртку очередную с аэрогелем. Думал почему-то, когда заказывал, что она чисто осенняя. Оказалось, она не чисто осенняя, а, скажем так, наверное, больше зимняя даже. Но до 15 градусов мне, в принципе, она понравилась. Так что, если кому-то интересно, а я надеюсь, что кому-то интересно, ведь вы смотрите мой канал, посмотрите, поставьте лайк и напишите, на что еще сделать обзор. Особенно интересуют, конечно же, Xiaomi-шные вещи из разряда кроссовок или... Не знаю, чего еще, кроме кроссовок, можно сделать из хайпового. Наверное, еще на куртке также. Привет, это лаги на айфоне или на стриме? Это лаги на стриме, понятия не имею. Можно попытаться переподключить стрим. Можно не пытаться. Сейчас я попробую кое-что сделать. Может быть... Меньше лагать стал. Сколько стрим еще будет идти? Очень долго? Вот, если кратко. Опа. Сколько там клиентов, да? Опа. Быстро меня убили. Лаги. Очень лагает все равно. Все равно очень лагает. Да, я замечаю. Я не знаю, как это исправить. И, скорее всего, это исправить можно только тем, что отключить несколько девайсов от Wi-Fi. Но мне кажется, что сейчас это уже будет довольно поздно для этого. Но сейчас попробую. Привет, у тебя недавно смотрю, подскажи, будешь делать ли обзор на Sound Core Liberty Air? Да, однозначно буду. Вопрос только когда. Вот. Нет, лагает, нет, очень лагает, все равно, в курсе. Планируешь Redmi K30 Pro покупать? Нет, зачем? Где работаешь, если не секрет? Инженером в одной из проектировочных компаний. Вот. Что-то какой-то совсем печальный стрим получился исключительно с точки зрения лагов. Вон четверочка спасает нас пока. Да, но ничего не удалось. Могу попытаться еще переподключиться на мобильный интернет, но посмотрим. Гидза с днем рождения. Все равно лагает? Да, лагает. Половина стрима. Лагает. Так, кто у нас еще хочет? Никто не хочет пока поиграть. Ничего смертельного. Играем. Картинка сама. Да, лаги жесть. Варвар, на прошлый раз было лучше. На прошлом стриме. Мора, ну мне кажется, причина в первую очередь в том, что сейчас с интернетом в принципе, с Ютубом. На прошлом стриме было шикарно. Ну, я вообще считал, что они до 480p обрубили, а стримы тем более. Прикиньте, сколько сейчас людей стримит. Я считал, что каждый 7-й игрок стримит сейчас. То есть, по большому счету, молодежь в основном этим и занимается. Все школьники. Прошлый был без единой царапинки. Единственное, что я могу сделать, это переподключиться. В принципе, потратили процент. Еще раз попытаться или нет? Ну да, все равно да, собирались поговорить, потому что игра игрой, а поболтать это поболтать. Это не YouTube сейчас, многие в Twitch стримят. Может быть. Но мне сам YouTube прислал предупреждение, что они будут в некоторых странах уменьшать битрейт. То есть как бы... Что за наушники на фоне? Я сам не знаю, что это за наушники. Я их поставил с той точки зрения, чтобы мотивировать себя о них рассказать. Потому что мне их прислали. Я договорился, что я их разыграю и расскажу вам на стриме на каком-нибудь. На этом стриме я рассказывать не буду, а какой-нибудь стрим я специально для этого дела подберу.
И после него постараюсь разыграть данные наушники. Какой ник в PUBG? Польза 2 шестерки. Что лагает? Я понятия не имею, что лагает. Скорее всего, это, собственно, сам мой интернет. Не знаю, телефон. Потому что если я попытаюсь сейчас перезагрузить, скорее всего, по-любому стрим придется перезапускать. Зачем? Господа, не нужно спамить, он все видит. Гид задаст с днем рождения, кстати, если у тебя сегодня день рождения. Да, Алексей, я стримлю с телефона. Ну что лагает? Чип А13, Bionic радует. У меня 11 на 120. Это не мой телефон, еще раз. Это телефон моей супруги. Я его довольно давно ей подарил. Просто дело в том, что в последнее время мы устраиваем вот такие стримы из разряда того, что пообщаться после работы и протестировать, как быстро тот или иной девайс садится. Потому что игрок из меня точно не какой-то там супер-мега, а скорее всего очень нехороший. С одной стороны. С другой стороны, тема для стрима довольно неплохая. Мне так кажется. Курт Кобейн, 26 лет, а черный юмор на канале разрешен. Да, да. Хорошие у него были песенки. Не знаю, юмор это или нет. Мне кажется, что многие фанаты с тобой не согласятся, что можно это считать юмором. Ну ладно. Твое право. Правильно? Дальше лагает. Да я в курсе, что лагает. Можно, говорю, я на другом, может быть, канале попробую еще. У меня есть канал для стримов, там как раз будет розыгрыш 3 пар наушников, копии AirPods, как только там будет 1000 человек подписчиков. Там сейчас 750. Так что, кому интересно, можете идти туда, и там мы, может быть, даже сегодня и встретимся. Потому что я здесь чуть-чуть посижу, посмотрю, если будет продолжать так же сильно лагать, скорее всего, буду стримить там. Просто чтобы пообщаться. Часто бегаешь? В последнее время очень редко бегаю. Вообще что угодно по спорту делаю в последнее время очень редко. Потому что на это просто тупо нет времени. И здесь не из разряда того, что кто хочет, тот найдет время. Если я хотел бы, да, я нашел бы время, но у меня альтернатива простая. Либо пилить обзоры, либо, соответственно, бегать. И пока у меня состояние физическое позволяет не бегать, я не бегаю. Вот. Ты не ответил, айфона на одну игру-то в PUBG хватит? Да, конечно, хватит, он вообще не садится. Мы уже вторую катку бегаем. Но по большому счету это так. Не особо веселая игра, потому что, во-первых, не слышно никого, во-вторых, из подписчиков довольно мало людей играет. Дальше. Ну и хорошо. Что скажешь про часики Amazfit T-Rex? У меня есть стрим по поводу этого, по поводу этих часиков. И есть еще обзор, как у меня 6-летний сын их разбил. Все довольно быстро и просто. А больше мне сказать нечего. То есть они позиционируются как армейские. Я знаю, что такое армейские стандарты. Они специально назвали их армейскими, чтобы никакие стандарты не выдерживать, потому что ни в какой армии мира они не стоят на вооружении. Соответственно, никаким стандартам им соответствовать не нужно. А это голословное утверждение для того, чтобы заманить молодежь, которая при этом еще будет, скорее всего, их довольно часто разбивать. Вот. Фронтайн стримить будешь? Могу установить фронтайн и со второго канала включить стрим, потому что как-то на этом, видите, пока лагает, отключу все устройства дома, может быть, перезагружусь и может лагать не будет. Потому что прошлый стрим был намного более гладким. Ну, можно посчитать, в принципе, смотрите, сейчас стрим идет 20 минут, за 20 минут телефон просел на 2%. Давайте еще хотя бы 20 минут поиграю, чтобы примерно прикинуть, что за 40 минут насколько телефон проседает. Айфоны очень-очень медленно садятся в последнее время. То есть это их неимоверный плюс, что батарею они держат ого-го как хорошо. И играть в них тоже приятно более чем. Единственное, чуть-чуть вспоминаешь, если сам покупал этот аппарат, сколько он стоит, и думаешь... Блин, за эти деньги ты должен вроде бы играть сам, но какое тогда будет удовольствие, правильно? Понятно, что такие аппараты люди для игры себе могут позволить не все. Вот.
Телефон лагает? Нет, это лагает стрим просто-напросто. Доброго времени суток. Возможно, на прошлых стримах отвечал, но я пропускал. Что за обманы на Wildberries и Озоне? Да там много очень способов развода. В основном это не причина в фирме самой Wildberries или Озон, а причина в людях, которые там работают, потому что и начиная от того, что неблагонадежные покупатели заменяют оригинальный товар на неоригинальный, и потом продавец Wildberries пересылает этот товар кому-то, не проверяет, и вы можете купить, допустим, поддельные кроссовки или сумку. Я по поводу этого сделаю отдельный стрим. Хорошо, что напоминаете, почему-то я все время забываю его сделать. Может, завтра и будет основная тема этого стрима. Как на Озоне или Wildberries вас могут обмануть. Плюс довольно большое количество брака из разряда... Вот есть, допустим, у Адидаса сток какой-нибудь. Сток – это вещи, которые с прошлых коллекций не были куплены. В последнее время эти стоковые вещи, люди что с ними делают? Все правильно. Они, точнее, большие магазины, они никуда не девают, они их утилизуют, вплоть до этого. То есть даже не в стоках продают, а утилизуют. А давным-давно они могли продавать эти вещи в больших количествах людям, которые... либо людям, либо фирмам. И после этого, допустим, Wildberries адидасовских детских курток накупило немеренное количество. Если вы хотите, посмотрите, почем они их продают. Они нереально убогие, потому что сама модель каких-то лохматых 80-х годов. Что значит антидезинформирующий? Это против людей, которые... Против людей, которые разносят обман. Вот, наверное, не знаю как. Антигрязная. Может быть, не дезинформируй... антидезинфицирующий. Нет, есть дезинфицирующий, а антидезинфицирующий, я не знаю как это. То есть не дезинфицируют. Это вы про что? Дальше, Саня, что с наушниками? Будут нормальные, чтоб забрал? Для стримов создания аккаунта в Твиче даже... Камикадзе Дэд там стримит. Я не знаю, как в Твиче делать стримы, вот честно. Я на втором канале попытаюсь вот такого образа. Но он к YouTube не подключается, а правильно понимаю, Twitch, варвар. Расшифруй. С наушников пока нормального ничего нет. ТЧК. Стоп, у меня есть пара этих. Я, в общем, заказал, сейчас я покажу, что. Можем договориться. Я когда Oppo заказывал, мне пришли две пары наушников. Есть черные Oppo. Так что, если хочешь, можем попытаться договориться в личке. Они запакованные даже. Вот. Смотрите, какие дела творятся на стримах на канале Польза.нет, да? Дальше давай заберу. Напиши мне ВКонтакте, в личку, в телегу. Может, отправлю, если почта еще работает. Дальше охота их. Кого их? Привет. Да, спишемся. Привет. Комик натуральный. Ничего не понял, а кто по мне стрелял сейчас? Кто-нибудь видел? Или это не сейчас, это давно? Не думал купить Nintendo Switch. Думал, но когда была распродажа, почему-то у меня возможности не было ее купить. Потому что я не знал, что продают. Я купил iPad недавно, но он еще не пришел. Так что скоро... Опа! Как грамотно, да? И все. Вроде бы играл. Так, что у нас по зарядке? 74% получается где-то за 20 минут игры. За 20 минут игры... давайте еще чуть-чуть поиграем. А потом попробую. Роутер Redmi не поддерживает подключение внешнего жесткого диска. Мне не к спеху, я все равно самоизолированный. Окей. Так, кто-то еще что-то предлагал. Добавил. И смотрим, кого там добавить еще. Эрик. Жду. Понял, спасибо. Польза, а сколько стоит роутер Redmi? Посмотри в обзоре, там, по-моему, 30 баксов или 29. Где-то так.
Отмена. У меня какой-то карты нет. Не знаю какой. В общем, удаляю из команды тех, кто не загрузил карту. Или я не загрузил карту. Скорее всего, я не загрузил карту, потому что она мне на этом телефоне и не нужна. Друзья, это я сегодня не надо бежать на почту в понедельник в самый раз. Польза, а ты каких ютуберов смотришь? Сейчас, честно, никаких, Алексей. Сидишь на карантине или гуляешь? Ильяс, фразы «сидишь на карантине или гуляешь» для меня комично, потому что я хожу на работу. То есть сказать, что я сижу на карантине или гуляю, сейчас абсолютно нельзя. Почему? Потому что, ну давайте я скачаю пока все эти карты. Понятия не имею какие. Все равно общаемся, правильно? Дальше поубавь свой пыл. Ничего не понял. Как думаешь, iPhone 9 SE 2 будет хорошо держать батарею? Я уверен, что будет держать батарею он отлично. Я не уверен, что он будет дешевым. То есть мне кажется, что они лупанут на него цену такую, что мало не покажется. И бюджетным он точно называться не будет. Вы сейчас, по-моему, можете реально купить iPhone 7 за 1022 примерно. 1040 будет, максимум 50. Ну, Михаил, я бы на вашем месте в рублях вообще бы ничего не указывал. Я бы указывал в долларах, потому что то, что творится с рублем, это мы сейчас благополучно хлопаем в ладоши и говорим: 75 рублей за доллар, это так круто. Ну, а буквально месяц назад было 62. Если вы не совсем поняли, это 20% ваших доходов просто слилось непонятно куда. Поэтому 400 долларов, если по 80, кто обещает, Михаил? Вам Apple что-то обещала, очень сомневаюсь. Они наушники продают по 250 баксов. Вы думаете, что они по 400 начнут телефоны продавать? Давайте посмотрим. Хорошо, я понял, модератор. Дальше Xiaomi Note 10 будет хорошо держать батарею. Про Xiaomi-шные телефоны у меня скептическое отношение к ним. Я, конечно, про них рассказываю и буду рассказывать, потому что это хайповая тема, как мне сегодня написали в один из комментариев. Польза, почему так много товаров Xiaomi? Ну, давайте начнем, что есть всего два состояния, мне кажется, у моего канала. Это когда мне написывают: польза, от чего ты рассказываешь про наушники, про которые я уже не рассказывал, по-моему, неделю, хотя у меня 4 пары очень интересных ушей лежат здесь, прямо здесь на столе. Но я не буду пока рассказывать. А второй момент — это почему много товаров Xiaomi. Потому что Xiaomi заполонили рынок, вот и все. И мое общение вообще с Алиэкспрессом началось с чего? Правильно, с товаров Миджа. Миджа, деревянный коврик, вот он, 3 года. Меня спрашивают, как канал начался. Вот с деревянного коврика Миджа. Он до сих пор у меня живой. Я очень часто вспоминаю, что он реально у меня 3 года, и это очень круто, потому что когда ты любишь какие-то вещи, и они реально живут 3 года, и не надоедают тебе, а каждый раз, когда тебе хочется про них вспомнить, ты понимаешь, что ты ими пользуешься, они вот прям в прямом смысле под рукой, под твоей, это круто. И вроде бы говорят: о, коврик дорогой. Ну, дорогой, зато я им пользуюсь уже черт знает сколько лет. Так же, как, наверное, телефоны, когда ты покупаешь дорогой телефон, зато он у тебя всегда на кармане. Вот и все. Я сейчас в прикрепленном комментарии оставлю ссылку на канал со стримами. Все равно рано или поздно я там обоснуюсь и не буду стримить на основном канале. Не знаю, зачем я это делаю здесь, наверное, потому что, чтобы народа больше было. Потому что основная масса, наверное, уже туда ушла, кому стримы интересно. Вот, так что призываю всех туда подключиться. Почему я не стримлю там? Все очень просто. Я в основном стримлю на телефон. Там на телефон можно будет стримить только когда будет 1000 человек. Сейчас там ровно 745. Поэтому всем, кому интересно со мной пообщаться, либо пообщаться вот в такой компании, надеюсь, вы туда подпишетесь. Дальше. Обзор на кроссы когда? Евген, когда вот прошлые кроссовки наберут столько лайков, сколько я сказал. Привет из Челябинска, всего тебе хорошего, и чтобы вирус обошел тебя стороной. Иван, я сомневаюсь, что вирус обойдет меня стороной. Я надеюсь, что просто переболею без каких-то последствий. Так же, как и вам советую получить иммунитет от этой штуковины, не получив никакие последствия. Вот.
В основном, по большому счету, тут даже дело не в возрасте, мне кажется, а в том, чтобы не было сопутствующих заболеваний. Нужно гипертоникам бояться, людям с диабетом и еще большим количеством всяких штуковин, начиная с ожирения и заканчивая проблем с сердцем. А пользы ты играешь в Clash Royale? Уже нет. Передай привет. Xmails, привет. Алексей Малов, на что мне интересно этот вопрос, это не спам. Окей. Можешь рассказать про свои ножи? Стас, Мими. Такая же история, как только на том канале будет 1000 человек, я запилю там обзор. Сколько процентов? Сейчас у нас 71%. Вот, пытаюсь начать подключение к матчу. Та-да, наконец-то. Дальше, ух ты, ешки-гагошки. Абсолютно не знаю, что это такое, но посмотрим. Алексей Малов и модераторы, поспокойней, пожалуйста. Друзья, как тебе этот чехол? Заказал такой же. Интересно, как он тебе? Еще раз, это не мой телефон, это телефон моей супруги. Я ей его подарил. И как мне этот телефон? Хороший. Чехол, ну так себе. То есть, мне кажется, что он интересный, ей не понравился. ТЧК. Можно так сказать. До 40 очков. Так, жду обзора на Oppo Watch, но на русском сегменте. Ну, а какие могут быть обзоры? Вы тоже на Oppo Watch сами подумайте. Цена вопроса 30 тысяч. Сколько всего за 30 тысяч можно купить? Ну, по мне, это особая форма мазохизма, покупать такие вещи за такие деньги. Вот. Хотя, может быть, я и не прав. Может быть, все-таки стоят они 30 тысяч. Но реально, за 30 тысяч можно много всего купить. Супер топового. Опа. Ничего не успеваю сделать. Стоит ли обменять Honor 9X на iPhone 7 Plus? Если вам нравится такой форм-фактор, однозначно да. Мне кажется, вы почувствуете разницу в лучшую сторону. Опять же, я сейчас не топлю ни в коем случае за айфоны. Просто я знаю, насколько приятнее, наверное, с ними, на них работать или с ними. Да ладно, у меня даже фраг есть. Если это можно назвать фрагом. Ага, отлично. То есть здесь людей нельзя стрелять. Помогает с лагами. Расскажи, что помогает с лагами, Алексей? YouTube. Не знаю, ничего не помогает. Я за 30 тысяч возьму OnePlus 7T. Ну да. Да, наверное. Но опять же, он же не написал, что он будет его покупать. Может, ему его подарят. Правильно? Для игр лучше игровые телефоны. Ну, может быть. Но однозначно это не тест, что лучше для игр. Это тест из разряда... Опа. Какой я бесполезный оказался. Чувствуете? Это не тест из разряда, какой лучше для игр. Это тест из разряда, как быстро телефон будет разряжаться. То есть на данный момент он пока не греется и не разряжается, что неплохо. Вот. И по большому счету это единственное, что меня интересует сейчас. Если будет что-то еще интересовать, логично, что я буду тестировать, наверное, игровые телефоны. Я тебе за 30-ку, я себе за 30-ку куплю ноут. Да, можно за 30-ку не один ноут купить, а ноут и телефон без проблем особых. То есть нужно всегда четко понимать, что у каждой вещи есть своя цена, во-первых. Во-вторых, вот этот, допустим, телефон, сколько он? 90 стоит. Ну, 90-100. За 100 тысяч можно купить очуменный бук и очуменный сотовый. Даже с этим курсом. В этой игре он не будет греться, так как маленькая карта, игроков мало. Ну, не я эту игру выбирал, но вообще вот потихонечку греется. Почему? Нагрузка на процессор-то нет. Есть, какая разница? То, что игроков много на другой карте, опять же, не ваш телефон это просчитывает. Он просто получает информацию о том, что где кто находится. С лагами. Окей, ну, сейчас потихонечку, я думаю, мы закончим данный стрим и перейдем на канал для стримов. Может быть, там посидим чуть-чуть. Опять же, если вам будет интересно. Канал для стримов, напоминаю, в прикрепленном комментарии у нас есть на него ссылка. Что не надо?
Дальше настройки PUBG на максимум выкрутил. Да, конечно, они на максимуме сейчас. Давай тут. Почему? Почему не надо на тот канал? Я просто надеюсь, что когда я буду переподключаться, я пройдусь и выключу все свои устройства под Wi-Fi, которые. Вот. И у меня появится возможность с вами пообщаться. Скажем так, на лучшей скорости и с меньшими лагами. Тяжело было начинать вести канал на YouTube с нуля. Психологически, в первую очередь, да, наверное, тяжело. Но опять же, вы должны понимать, вот, допустим, у меня сейчас статистика в 3 раза хуже, если не там, ну, не в 3, ладно, в 2 раза хуже, чем обычно. Потому что сегодня твоя тема актуальна, завтра она не актуальна, вот и все. И это работает не только на YouTube, это работает, мне кажется, везде. Пока ты наберешь более-менее свою аудиторию. Самое главное даже не в аудитории, если честно, а в опыте. По большому счету я могу сейчас рассказывать про наушники, либо еще какие-то темы хотя бы с покупками тех же девайсов бесконечно, потому что я на протяжении последних 3 лет постоянно покупаю какие-то девайсы. Постоянно про это читаю, постоянно читаю ваши комментарии, комментарии людей, которые только зашли на канал. Понятно, есть из них хейтерские какие-то, есть ободряющие, но очень много полезной инфы. И ты, можно сказать, ей пропитываешься. Одно дело, когда люди ведут блоги, и на них подписываются из разряда того, что «О, это личность, это весело, еще что-то». А другое дело, когда ты ведешь канал, в котором главное – это техника. И когда я выгружаю по несколько пакетов на стриме и показываю, что вот с этим я работал, но даже если у меня не совсем правильное отношение к каким-то из этих девайсов, нужно помнить, что у меня они реально были в использовании большое количество телефонов, большое количество наушников, как проводных, так и беспроводных. Я примерно понимаю, как происходит ценообразование всех этих девайсов. Вот. И это интересно. Есть моменты, когда тебя все достает, есть моменты, когда, допустим, очень многие написывают, и, может быть, в каком-то смысле правильно на YouTube, что вот там я пилю обзоры, стараюсь сделать рендеринг, там, не знаю, переходы придумываю сам, улыбаюсь зрителям, шучу, а никто не смотрит и никто не слушает. Но нужно четко понимать, что у каждого свой путь, во-первых, а во-вторых, значит, ты что-то не так делаешь. Вот если у меня сейчас падение по просмотрам, это логично, значит, что-то я не так делаю. Если бы у меня было все хорошо, значит, я делал бы все правильно. В принципе, я четко понимаю, что если я сейчас начну работать с магазинами, и мне будут присылать хайповые девайсы, о которых я начну вам рассказывать, все будет намного лучше. Но у меня пока ни такой возможности, ни такого желания нет, поэтому я рассказываю вот о таких всяких интересных для себя штуковинах, которые я уже себе накупил, начиная с машинок для катышков и заканчивая игрой в PUBG на 11-м iPhone Pro Max. Вот и все. Вот. Не хотите попробовать видео в виде коротких новостей про мир технологий, наушники, смартфоны? Вопрос дня. Вопрос не в том, что хочу я или не хочу. Вы не совсем понимаете. Еще раз, вот 95% того, что вы видите на канале, было мной куплено. Чтобы это купить, на это нужно заработать. Чтобы на это заработать, нужно ходить на работу. Моя работа заключается очень часто в том, что я там залипаю не на один день. Вот сейчас так выпало, что у меня суббота, воскресенье, выходной. Это вообще какая-то нонсенс, редкость. В прошлом месяце утрированно вообще не было выходных. И это значит, что я вечером прихожу и вот что успеваю напилить, то вы видите, кто меня смотрит, в моих обзорах. Я понимаю, что некоторые из этих обзоров короткие, некоторые длинные. Если я делаю длинный обзор, значит товар мне понравился. Опять же, длинный для меня 10 минут. Стандартный обзор у меня 4-5 минут. Вот. Новости, технологии, я считаю, что нужно выпускать только когда у тебя есть четкое понимание того, что это будет постоянно. Что значит постоянно? То есть, допустим, я готов выпускать их систематично, допустим, хотя бы 2 раза в неделю. Для этого мне нужен либо монтажер, либо свободное время. А его у меня нет, потому что я работаю, чтобы покупать девайсы. Дальше. Я забанил уже 2 аккаунта на этом стриме. ТТТ, спасибо. Настырный малый. Ну, логично. Я вот каждому свое. Ты доволен с часами Amazfit Stratos 3? Да, вот они.
Очень. Мне они, в принципе, ну, мне вторые Стратосы нравятся больше, по факту. Но и третьим я очень доволен, третьими. И по мне, конечно, они постабильнее. Обидно. Вот, постабильнее будут. Нанять монтажера не можешь, Рин, но для этого нужно ему платить. На что я ему буду платить? Я же еще раз повторяю. Тут история проста. Как мне очень многие ставят в пример некоторые каналы, которые рассказывают, что вот, у меня девайсов не остается, бла-бла-бла. Как у тебя не остается, если ты их покупаешь? Я могу зато себе позволить не рассказывать ни о чем я не хочу рассказывать. С другой стороны, не могу позволить себе рассказывать о девайсах дорогих каких-то. Это обидно. Вот. Не знаю, помимо монтажера нужно же еще место, видите, где снимать. Помимо места нужен постоянный контент, то есть нужно уйти с работы, чтобы постоянно читать о тех же новостях. Время покажет. Я не знаю, наверное, полумиллионники могут себе это позволить, либо у тебя, если там супруга оператор, как-то детей нет, вообще классно. У меня же еще спецназовец мой маленький бегает, первоклашка. Тоже внимание хочет. Как-то вообще все плохо. Все как-то, опа, со спины, не успел. Так, это YouTube помогает с лагами. Да, мне кажется, что это не... Ну, посмотрим, я на другом канале попробую постримить. У меня такое смутное ощущение, что здесь дело не только в телефоне, с которого я стримлю, а дело еще в том, что сам по себе YouTube сейчас не особо располагает. Да что же такое? Что такое печаль и как с ней бороться, да? Дальше детей нет, вообще классно, жесткой пользы нет. Ну, как бы дети это поедатели тоже времени вашего. Не, почему? Дети есть, это классно. Детей нет, классно в плане делать контент. То есть, если тебе нет тридцатки. Но опять же, здесь еще я считаю, что низкая социальная ответственность у человека. То есть, человек, у которого нет детей, он совершенно свободно может в экране курить, выпивать. И делать все, что, в принципе, в перспективе может разрушить человека. И не только изнутри, но и снаружи. Потому что он не понимает, что он является для этих покемонов моделью для поведения. То есть ролевой моделью. Люди его видят и думают, вот, значит так можно, значит так правильно. То есть можно выбиться в люди, выпивая, допустим. И никто ему не объяснит, что это всегда в стечении обстоятельств. То есть исключая каких-то суперспортсменов из разряда Хусейна Болта, по мне, это не работа физическая над собой, это стечение обстоятельств. То есть, хотя стараться нужно. Не понял я, откуда нас убивают. Попробуй еще телефон сменить на iPhone, когда с другого канала будешь вести стрим. Не, ну я-то тестирую iPhone. Как я могу перенести? Вы имеете в виду попробовать постримить с iPhone? Давайте попробую. Ну, пока мы здесь еще сидим или как? Не забываем прожать лайк. Давайте 100 лайков наберем, и тогда можно будет заканчивать. В принципе, это не то чтобы гиблое дело, но... Сегодняшний стрим как-то не удается по причине скорости интернета, либо того, что мы работаем через какой-то очень плохой телефон. Да что ж такое? Ответь, пожалуйста, думаю взять в августе Realme X. Хороший вариант, мой бюджет $150. Не знаю, я Realme вообще телефоны не тестил. В принципе. Проиграли, скорее всего, из-за меня, но соляви. Не агрессируй. А у вас что с самоизоляцией? Все плохо, я работаю. В прямом смысле. Так, давайте так. Рена. Я перехожу на стрим, на канал вот этот, который для стримов. Там постримлю. Окей, а здесь заканчиваю трансляцию, сохраню или нет, неизвестно. Там пообщаемся за 45 минут, то есть 40 минут игры мы потеряли 8% заряда.
То есть вообще, по большому счету, телефон себя ведет пока очень даже прилично. И отлично. Окей, давай ждем. Я надеюсь, вы знаете, что такое прикрепленный комментарий. Это то, что внизу под стримом. Вот там есть ссылка на тот канал, с которым я сейчас буду стримить. Всем добра, жду вас там. Стоп, подождите, а как я там буду стримить, если у меня нельзя там с телефона стримить? Тогда я буду стримить с камеры. Все, давайте, пробую там.